Всем привет! Это Cougar Conquer. В переводе то Conquer означает завоевывать. Как только я увидел этот корпус, он сразу завоевал мое внимание. И мне захотелось собрать в нем тестовый стенд. Но прежде чем я это сделал, он успел меня шокировать трижды. Первый раз, когда я узнал его стоимость. Второй, когда увидел его коробку. И третий, когда я открыл эту коробку, а там меня ждал набор железок «Собери корпус сам». На самом деле основная часть корпуса уже собрана. К ней нужно прикрутить шасси для блока питания, крепление для жестких дисков и 5 штырей, к которым крепятся ножки и стекла. А в заключение выбрать место для 3 комплектных вентиляторов. После этого устанавливаем свое железо, прикручиваем стекла и любуемся. Дизайн тут очень необычный. Что-то между гоночным болидом, трансформером и космическим кораблем. Верхняя крышка, если ее можно так назвать, напоминает крыло, а передняя панель – забрало. Все линии скошенные, грани неровные. На привычный компьютерный корпус это похоже меньше всего. Возможно, поэтому Conquer так любят модеры. В сети куча вариантов, как сделать этот корпус еще более уникальным. Единственное, что портит эстетику – большой логотип. Я думаю, и без него было бы понятно, что это Cougar. Лепить такое лого было не обязательно. На стыке между крылом и забралом есть панель с 2 выходами USB 3.0, аудиоразъемами, кнопками включения и перезагрузки. Все детали хорошо подогнаны и приятны на ощупь. Материалы, из которых состоит корпус, алюминий и закаленное стекло. А весит все это добро почти 10 кг. В конструкции сочетаются элементы открытого стенда и корпуса с направленным обдувом. Так что никаких проблем с охлаждением, да и места тут много. Сюда помещаются материнки формата до E-ATX, блоки питания нестандартной длины и видеокарты фактически без ограничений по размеру. Возможно установка до 5 120 мм вентиляторов или нескольких СВО соответствующих размеров. Есть посадочные места для 4 дисков формата 2,5 дюйма или 3 формата 3,5. Кстати, доступ к винтам задних дисков перекрывает материнская плата, так что их нужно ставить заранее. Справа от материнской платы есть место, предназначенное для крепления водоблока кастомное СВО. Чтобы ощутить всю прелесть сборки в Conquer и знать, о чем рассказывать, я взял максимум, который тут помещается. Топовую материнскую плату формата E-ATX с i7 7820X и огромную Vega 64 аналогичной серии Republic of Gamers. Тесты этой связки, наверное, я выложу к нам на игровой канал. Необычное размещение материнки, помимо эстетической стороны, несет и практический характер. Например, так меньше выгибается слот с тяжелой видеокартой, так как нагрузка смещается в сторону. Кстати, о нагрузке. Левое стекло заодно выполняет функцию ребра жесткости, без которого конструкция очень гуляет. Учтите это, если захотите использовать корпус без стекла. Несмотря на всю открытость, сзади есть где уложить провода. И есть как их закрепить, чтобы под стеклом это выглядело пристойно. В комплекте есть специальные хомуты. Они приклеиваются в любом месте. Но лично я предпочитаю стяжки Velcro. Их тоже есть куда закрепить. А еще я ленивый, поэтому за оранжевой штуковиной у меня хаос. Единственный момент при такой компоновке – разъем питания процессора находится максимально далеко от блока питания. И соответственно не каждый блок до него дотянется. У меня Be Quiet Straight Power 11, и его 70 см тут впритык. Насколько такой корпус практичен? Если вы, как и я, часто меняете железо, то вполне практичен. Еще при частых пересборках удобно, когда доступ к комплектующим есть со всех сторон. В остальном вам любая домохозяйка скажет, что стеклянные панели даже в закрытом корпусе не лучшая идея. Там тоже собирается пыль, но тут ее хоть можно вытереть, не снимая стекло. Кстати, помимо корпуса у них в таком дизайне есть и другие игровые девайсы, так что при желании можно собрать целый сетап. Пожалуй, это один из самых необычных корпусов, которые я когда-либо встречал. И в Cougar явно не пытались сделать массовую модель. Скорее наоборот, это корпус для энтузиастов, оверклокеров, модеров, обозревателей и тех, кто гордится своим железом и хочет его показать.